Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала. С вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня 29 марта. Мы с мужем возвращались из Александрова. Ездили туда по делам, там посылки кое-какие получали, в садовый магазин, как обычно. И на обратном пути решили заехать. У нас тут находится светофор. Вы знаете, прям удивились, что на стоянке много машин у нас тут. Вот, так все активно. Ну и хотим сходить посмотреть, что у нас тут предлагают, какой ассортимент. Мы вообще, если честно, в светофор очень редко. Ну, наверное, это наш второй или, может, третий поход в этот магазин. Ну, как-то у нас он, во всяком случае, раньше не прижился. Вот. Поэтому посмотрим. Вот мы вошли в магазин, тут же объявили пожарную опасность. Здесь у нас на входе это явно не светофор, а просто, наверное, арендатор какой-то. Овощи продает. При этом я, главное, говорю, а вокруг сирена пожарной опасности. Прикольно. Но почему-то никто не реагирует. Вот здесь у нас, кстати, тоже, смотрите, прямо розы представлены в большом количестве. Всего по 198 рублей розы. Представляешь, Валер? Да, и емкости строительные. Мы только что купили 2 такие емкости за 400 рублей в садовом центре. У меня есть там одна мысль. Я около теплицы буду делать такую грядку, куда буду сажать декоративную капусту и душистый горошек. Купила 2 такие емкости. А вот, кстати, очень симпатичная кашпо. Вот по 158 рублей кашпо с прикорневым поливом. Вот такое. Вот оно, смотрите, как выглядит. Мне кажется, очень интересная мысль. Ну, то есть вот такие вот 2 горшочка. Вот они сюда вставляются. Мне кажется, классно. За 158 рублей просто праздник какой-то. Вот, виноград, смотрите. 198 рублей. 2-3-летки винограда. Тоже. Ну, а розы по 198 рублей. 2-летки в контейнерах. Ну, это вообще супер предложение. Какая красивая вот эта темно-красная Нарита. Да. Ну что, пока мне все нравится. Вот детский порошок. Может, нам надо, да? Порошок детский. 236 рублей. 1,5 килограмма. Нам как раз можно такой пользоваться. Смотрите, парник прошитый. 283 рубля. Дуги и уже ткань. Вот, наверное, я такой парник себе возьму. Мне мама, кстати, все про него говорила. Съезди в светофор, возьми парник. Мама, я съездила и взяла. Как раз его сейчас в теплице-то и поставлю. Колышки для подвязки. 189 рублей 5 штук. Тоже это очень хорошая цена. Геотекстиль. Тоже нам в хозяйстве садоводам пригодится. Цену что-то не вижу. Корневин. 39 рублей пакетик. А, нет, это не он. Корневин 71 рубль. Вот. Так, ну смотрите. Крем вот с ростками пшеницы. Зеленая аптека. 116 рублей. Детский крем. 64 рубля. Краска для волос.
Обалдеть, 48 рублей. Это какая-то прямо цена. Даже, честно, она меня пугает немного. Так, ну что интересного еще? Всякие тазики. Мне, кстати, нужно ведро для полива, а то я одно ведро использую везде. Что-то у меня как-то нету ведра для полива. Надо мне сейчас какой-нибудь тут взять. Вот такое, наверное, возьму. В теплицу я хожу, поливаю. Вот как раз 10 литров за 79 рублей. То, что нужно. Контейнер. О, это такой, смотрите, органайзер. Там, видите, внутри у него лоточки. Это типа для мелочей всяких. 118 рублей стоит. Набор контейнеров. Что-то такое деревянное. А, стол садовый. Вот какой-то садовый столик. Дуги к нему металлические. Стоит 2000 рублей. Ну, вообще много всяких товаров. Прямо, знаете, такое впечатление, что его прям затарили товарами. Так, здесь у нас такой отдел, где всякое продают. Молочное, фрукты. Ну, насчет этого не знаю. Просто показываю вам цены. Вот сосиски, например. Владимирский стандарт у нас 191 рубль. Непонятно, правда, за какое количество. За килограмм, наверное, или за упаковку. Скумбрия филе. 300 грамм, 150 рублей. Ну, и это, мягко говоря, не дешево. Вот коктейль морской, 142 рубля. Вот это вот икорный соус. Но здесь какой-то непонятный производитель. Но 57 рублей. Так, выходим, идем дальше. Какой-то яблочный сок. Литр 892 рубля. Ну, сахара нет и тут. Есть какие-то вот вставка-пароварка. Тоже полезная в хозяйстве вещь. Сковородки, кстати. Вот, вок. Ну, такая неплохая сковородка. Стоит 1037 рублей. Ну, у нас сегодня с вами, знаете, такая обзорная экскурсия. Вот Кока-кола ушла, но тем не менее у нас вот есть кола. Причем стоит она 31 рубль. Кто это пьет? Мне кажется, это страшно пить. А вот эти вот зеленые напитки за 52 рубля литр 70, литр 700, это вообще. Вот еще, видите, кола. Черноголовка делает. Кола фан. В общем, без колы не останемся. Вот, кстати, очень симпатичные стаканчики. Вот эти. Мне кажется, прям прелестные. 280 рублей 6 штук. Хорошее предложение по этим стаканчикам. Вот, очень даже хорошенькие. Так. Чашечки. Кружечки. 61 рубль одна штучка. Ну, в общем, так, при желании можно что-нибудь купить. Приправы фирмы Трапеза. Не знаю, я такие никогда не брала. По 20 рублей. А вот это вот можно взять. Травы для салатов. Такое я люблю использовать. Упаковка 3 штуки
82 рубля. Вот прям возьму. У меня пока, видите, ведро и парник. В общем, каждый находит то, что ему нужно. Но, в принципе, я считаю, что найти можно. А вот еще, кстати, хорошая тоже штука возьму. Смесь перцев. Вот тут смесь перцев. 200 грамм перца горошком. 99 рублей. Я считаю, что это тоже прям подарок судьбы. Отправляем. И вот, кстати, смесь болгарских перцев. Тоже можно в супы добавлять. 98 рублей. Это я не буду брать, мне не нужно. А так вообще хорошее предложение. Так, теперь что касается консервов. Сельдь 38 рублей. Какие-то жареные колбаски из бар-горбуши. В соусе терияки 78 рублей. Печень трески натуральная 134 рубля. Это, кстати, для печени очень недорогая цена. Даже удивительно. Не знаю. Да, прям даже нормально. Тушенка 82 рубля. Икра кабачковая. Ну, вообще большой выбор консервов. Смотрите, фасоль. Лимоны с сахаром. Ага, крупы. Круп, кстати, я не вижу в расфасовке в такой большой. Вот только сейчас в пакетиках были и все. И вот эти вот всякие сладости в коробках. Ну, тоже. Не знаю, можно ли это употреблять. Но, с другой стороны, это вот компания «Питерские лакомства». Ну, не знаю, мы такое не покупаем. А вам я рассказываю, показываю. Просто, чтобы сравнить цены и ассортимент у вас и у нас в светофоре. Может быть, это будет кому-нибудь полезным. Вот, кстати, сдобная сдоба, пирог тут 166 рублей. Нет, кстати, в такой упаковке их еще даже не встречала. Наверное, вкусный. Птичье чудо. Птичье молоко, птичье чудо назвали. Какой-то. Ну, в общем, какие-то всякие сладости тут есть. Ну, что могу сказать? Из ценного. Вот мне попался парник, приправы. Вот лавровый лист, кстати, есть тоже. 40 грамм. 14 рублей. Тоже вполне можно. Мюсли 57 рублей. Народу у нас, видите, вообще практически никого нету. Муж мой, он только ходит там. И вообще пустой магазин. Несмотря на то, что несколько машин стояло на входе. Вот алкоголь тут присутствует. В графинчиках. Вино красное. Кубань. 128 рублей. Ну, я не комментирую это. Просто вам обзорно все показываю. Вот детские книги. Раскраски, карандаши, набор маркеров, аж 48 штук, 400 рублей. Ну и какие-то пластиковые детские машинки. Мне кажется, такой пластик, что это ребенку на полчаса. Ага, вот там бумажные полотенца. Сейчас пойдем с вами вон там посмотрим. Там мы еще не были. Тут какой-то столик журнальный. Из него, кстати, можно сделать шедевр. Вот здесь вот заложить его плиткой какой-нибудь, да? Ну, как бы инкрустировать. И будет
Такой авторский столик для сада, а потом можно на него цветок поставить. Вот это прикольная вещь. Интересная, во всяком случае. Так, здесь отдел заморозка. Смотрите, какие-то персики тут в пакетах замороженные, неожиданно. Можно, кстати, взять пирог испечь. Персики резаные. 244 рубля килограмм. А в такой упаковке интересно, сколько их. Да, вот килограмм. Вот такая упаковка, 244 рубля персики стоят. Так, что еще есть? Ну, мясо, это все как-то выглядит не очень. И вот это, давайте еще вот этот ряд пройдем. Мы тут с вами не были. Тут какая-то мебель. Стулья, табуретки. Вот, кстати, бумажные полотенца. 2 штуки, 59 рублей. Вот это тоже возьму. Скоро предстоит мыть окна. А я люблю мыть окна этими полотенцами. У меня так постепенно вот тут, видите, мое ведерочко набирается. Приправки, парник. Ну, в общем, все. Соли, сахара как не было, так и нет. И здесь тоже. Мы, кстати, сейчас заезжали в Александрию, в пятерочку. Еще в пару магазинов. Соли, сахара у нас нигде нету. Не знаю, как у вас. Попробуем. Ну, давай попробуем. Икру трудно испортить. Забегая вперед, хочу сказать, что и кабачковая, и баклажанная икра оказались, в общем-то, невкусные и непригодные к пище. Но это наше мнение. Вот еще вот эта печень трески. Пошли. 134 рубля. Натуральная. Это недорого. Попробуем? Это я взяла парник. Мне мама все говорила, заедь в светофор, возьми парник. 230 рублей, дуги и уже ткань. Вот такой 6 метров длины. Сейчас в теплице его поставлю. В общем, вот наши покупки. Да нет. Вот взяли печень, попробуем. Такой паштет. Ну, постоит сейчас все равно. Пост. Впрок взяли. Травы. Перец. И ведро. Угу. Аккуратненько, удобно, ручка такая. Да. Здесь вот еще у нас какой-то отдел, но это тоже, видимо, арендатор. Вся наша покупка получилась на 932 рубля. Ну что, какой итог? Итог посещения светофора, мне кажется, можно сделать такой. Есть что купить, надо просто подходить к этому дифференцированно, но, несомненно, какие-то товары выгодно купить. Вот. Напишите в комментариях, что вы покупаете в светофоре, пробовали вы те консервы, которые мы приобрели, и как вообще с товаром и с ассортиментом в светофоре в вашем городе. С вами была Таша Муляр. До новых встреч на канале. Надеюсь, что выпуск был интересным и кому-то чем-то полезным. Пока-пока.